На Apple вирусов нет. Возможно. Только представьте себе, как было бы круто иметь возможность сделать резервную копию себя самого. Ну, например, перед хирургическим вмешательством или перед полетом на Марс. Представляете, решили вы сменить пол. Отрезали себе там все, девушкой походили, что-то как-то не зашло. И из резервной копии восстановили себя в прежнем виде. Опять мужчина, опять все на месте. Круто? Думаю, да. Жаль, наука не достигла этих высот, и резервное копирование людей пока невозможно. А вот с учетными системами иначе. Их можно копировать, нужно копировать, и все для этого уже есть. Хотя, несмотря на это, некоторые индивиды до сих пор живут как в каменном веке и каждую секунду рискуют потерять все свои данные и наработки. Отговорки бывают разные. Наша система настолько надежна, что резервное копирование ей вообще не нужно. На Apple вирусов не бывает. Но кто-то жрет их системы. Сервера на Linux никогда не падают. Бывает. Да какие резервные копии? Мы все вот это за час в Excel вообще легко восстановим. У нас все в облаке. Там как в сейфе надежно. Да. Ну что, узнали себя или своего админа? Я вас поздравляю, вы в группе риска. Я преимущественно занимаюсь системами, построенными на базе платформы 1С предприятий. И, соответственно, это видео рассчитано в первую очередь на пользователей 1С предприятия. Хотя это все догматы, и они, скорее всего, будут справедливы для большинства систем. Дальше по видео я буду говорить не 1С предприятие, а 1С. Так, короче, и я думаю, всем привычней. Итак, резервное копирование и автоматизация учета неразделимы и абсолютно естественны в таком сочетании, как часы и время. В первую очередь, это видео для тех, кто держит свой небольшой бизнес или управляет чужим, а вовсе не для системных администраторов или программистов. Почему? Так все просто. Учить системного администратора делать резервные копии – занятие весьма странное и абсолютно неблагодарное. И если этот человек не научился и не делает резервные копии, то вы взяли на работу того, кто профессионалом не является. И это ваша беда. Начнем с простого. Развеем мифы. Во-первых, нет никаких абсолютно устойчивых и безотказных рукотворных систем. Любая система может дать сбой, а может быть атакована вирусом. Причем вирусы есть не только под Windows, они есть и под другие популярные системы, например, под Mac или под Linux. Это наши реалии. Кроме того, сбои могут быть и аппаратными. Компьютеры, серверы, да, они тоже иногда ломаются. И поэтому оставьте этот термин об абсолютной безотказности лишь для маркетологов кварталов красных фонарей. Далее, если вы ведете учет в 1С, то, скорее всего, это удобнее, надежнее, эффективнее, чем вести учет в том же Excel. Да, не все потребности бизнеса может закрыть 1С. Особенно это касается малого бизнеса, где финансы играют не последнюю роль. Но представьте, если вы лишитесь 1С в один прекрасный момент. Скорее всего, вы сможете закрыть часть проблем обычными офисными программами, Excel, Word и так далее. Но здесь вопрос эффективности. Дело в том, что 1С это не для того, чтобы сделать что-то принципиальное новое. В принципе, автоматизация она не для того, чтобы сделать что-то принципиально новое. Она для того, чтобы быть эффективней, надежней, хранить историю, разграничивать права, собирать хорошие и понятные отчеты. Еще это защита от дурака, еще это логирование, то есть история. Всего этого в обычных офисных программах, как правило, нет. И вот вы их лишились. Это вопрос эффективности, вы сразу ее потеряете.
И каждый час, день, неделя и так далее такой работы без современных систем автоматизации — это издержки, это снижение производительности, это затраты на персонал, ну и многое-многое другое. Соглашусь, раньше, ну, например, в прошлом веке, Excel, 1С, в принципе, такой автоматизации не было вообще, а бизнес был и как-то работал. Но это опять вопрос эффективности вашей работы. Представьте, вы в вашем офисе, в вашем бизнесе вернулись вот туда, в начало прошлого века, а конкуренты ваши работают на современном уровне автоматизации. И что? Вы сможете с кем-то конкурировать в такой ситуации? Работать? Ну, наверное, да. Вопрос, как долго и какой ценой вы сможете протянуть. Вопрос об эффективной работе стоять не будет. Следующий миф – это все головная боль админа, а не моя забота. И вообще у меня времени на это катастрофически нет. Ну, наверное, да, вы правы, руководитель не должен заниматься всем. Но давайте представим, что все стало совсем плохо. Админ, скорее всего, просто уволится. Часто такое бывает. А вы? Ну, наверное, тоже уволитесь вместе с ним, ведь вы не контролировали его работу. Печаль. А теперь представим, что это был ваш бизнес. А если это был ваш единственный бизнес и кредиты на открытие этого бизнеса вы еще не погасили, а все рухнуло. И что делать? Что, веревка пушистая и мыло душистое? В петлю и решение всех проблем? По-моему, это не вариант. А вот потратить 10-15 минут на просмотр вот этого видео и еще, может быть, полчаса на то, чтобы разобраться с резервным копированием, научиться и привыкнуть это делать, по-моему, не такие большие затраты и никакая веревка и мыло уже не нужны. Правильно же? Очередной, но не последний миф. Говорят, что резервные копии занимают очень много места. И на их организацию нужен дохриллион долларов. Наверное, так было раньше. Но сейчас диски, они не такие дорогие. Так что не обязательно строить резервное копирование на профессиональных системах от крутых брендов и тратить на это миллионы. Если у вас малый бизнес, вы вполне можете взять 1 или 2 съемных носителя или обойтись флешками. Если у вас бизнес небольшой, не богатый или вообще маленькое семейное предприятие, которое только-только начало работать, на пару дисков вы деньги, скорее всего, сможете найти. Но это долларов 200-300. Ну или на край обойтись флешками. Они еще дешевле стоят. Что и на это денег нет. Но согласитесь, ваш телефон... нет, этот не буду показывать. Вот, ваш телефон стоит дороже. Поэтому деньги вы найдете и, скорее всего, не пожалеете, если деньги на это потратите. Но если и 200 долларов вы на резервное копирование потратить не можете, и бизнес вообще маленький, может пойти наемным рабочим? Наверное, лучше будет. Следующая мифологическая сущность – это облака. Точнее, облачные сервисы. Что же это такое? Облачные сервисы – это некие системы, которые не принадлежат вам, а принадлежат неподконтрольным вам людям. Находятся они за пределами вашего офиса или дома. И ресурсы этих систем разделяются между пользователями часто по принципу конкуренции. Звучит круто, звучит современно, и самое главное, облака довольно доступны на старте. Это тоже круто, это важно. Но прежде чем пользоваться облачными сервисами, возьмите договор и почитайте его внимательно. Особенно интересны ваши обязанности, обязанности облачного сервиса, и архиважно разобраться в ответственности сторон. Дело в том, что часто ответственность по договору в рамках одного месячного платежа. Это не страшно, но это говорит о том, что резервные копии с облачных хранилищ делать нужно. И нужно делать их к себе, на свои носители. Если вдруг молния шандарахнет, она вас не убьет. Резервная копия как громоотвод будет работать. И на этом мифы закончились. Хотя, если у вас свои мифы есть, то пишите в комментариях, обязательно их обсудим. Дальше переходим к самим копиям. Копии условно разделим на 2 основных типа. Первый тип – перезаписываемый, второй – исторический.
Принципиальная разница в том, что перезаписываемые копии должны делаться быстро, часто и максимально незаметно для пользователя. В угоду этому можно пожертвовать их размерами. Они могут быть большими, ведь важна скорость. Для файловых баз это просто копия папки с базой, для серверных баз это, как правило, SQL-копия базы, делается силами SQL сервера. Исторические копии совсем другая тема. Исторические копии делаются не часто, не чаще, чем один раз в сутки, иногда реже. Самое главное, что исторические копии должны накапливаться продолжительное время и не перезаписываться. А значит, важен размер и не так важна скорость производства и восстановления из этой копии. Далее нужно понять, файловая у вас база 1С или серверная. Думаете, это сложно? Ничего подобного. Запускаем 1С до выбора баз. В окне списка выбираем нужную базу и смотрим в нижнюю часть окна. Там путь. Если он выглядит вот так, значит база файловая. А если он выглядит вот так, кардинальное отличие, не правда ли? То она серверная. Но есть еще смежный вариант. Выглядит он вот так. База лежит на сервере, но все равно является файловой. Просто примите это как аксиому. Не нужно разбираться. Есть файловая, есть серверная. Это важно. Сейчас компания 1С в новых редакциях своих программных продуктов уже реализовала встроенную функцию резервного копирования, которая в первую очередь отлично подходит для файловых баз данных. Но говорить мы будем сейчас не об этом. Мы поговорим о способе, который одинаково комфортно работает и в файловой, и в серверной базе данных. Первое, что нам нужно для того, чтобы сделать такую копию, всех надо выгнать из базы. Далее заходим в конфигуратор. В конфигураторе в главном меню выбираем пункт администрирования, далее выгрузка информационной базы или выгрузить информационную базу. В открывшемся окошке указываем имя и путь к файлу. Имя лучше задать специальным образом. Оно должно включать дату, время и какой-то идентификатор информационной базы. Выглядеть может приблизительно вот так. УТ – управление торговлей, дальше ромашка, например, наша компания называется, и потом дата и время. Без дополнительных символов, просто циферки и подчеркивание между датой и временем. Таким образом, вы никогда не перезапишете какую-то важную старую копию, потому что имя всегда будет уникальным. Запускаем этот процесс и ждем. Процесс может занять длительное время, если у вас очень большие базы. Но, как правило, если мы говорим о среднем, малом бизнесе, базы небольшие, базы, как правило, типовые. Что это значит, я тоже расскажу в одном из следующих видео. Так вот, этот процесс для малого бизнеса, для небольших баз занимает минут 5-10, вряд ли больше. И в итоге мы получаем файл с расширением DT. И самое главное, что этот файл можно поместить на флешку и развернуть на другом компьютере, на другом сервере, передать разработчикам и так далее. То есть эта копия абсолютно универсальна. Архивы этих исторических копий, безусловно, можно периодически чистить. Например, за текущий квартал или за текущий год мы храним все копии от каждых суток. А вот прошлый год или позапрошлый год нам уже так детально, скорее всего, не понадобятся и не будут интересны. Поэтому за прошлый, позапрошлый год мы можем оставить по одной копии в неделю, по одной копии в месяц, ну и так далее. Или копии, которые были по датам близки к сдаче отчетности или к каким-то важным событиям. Таким образом, мы и место сэкономим, и историю сохраним. Эти копии очень важны. Согласитесь, минут 10 мы потратили на то, чтобы разобраться, как их делать. А пользы от этого очень много. И безопасность это вашу очень хорошо повысит. Если ваш бизнес не так уж мал, и у вас в штате есть системный администратор, то можно легко узнать, есть ли исторические копии или нет. Для этого попросите системного администратора для просмотра развернуть вам копию от начала прошлого или позапрошлого месяца, а может быть даже прошлого года. Если это не проблема и администратор справился, значит исторические копии у вас есть. А если нет, пора задуматься о том, чем он занимается. Зачем же нужны исторические копии, если у нас есть быстрые перезаписываемые? Простой пример. Сдали какой-то отчет год назад, открываем его в текущей базе, а он данным не соответствует. Но это очень актуально для бухгалтерских или зарплатных баз.
И что делать, как узнать, что в базе поменялось? Вот тут нам поможет историческая копия. Мы ее развернем, сверим данные и найдем разницу. А найдя разницу, мы поймем, что поменялось и, возможно, кто и зачем это поменял. Примем взвешенное решение. Также из архивной копии можно специальными инструментами перенести данные до изменения и восстановить учет, не потратив на это много времени, сил и денег. Это очень полезно. Но это не все. Например, для баз оперативного учета, как правило, это управление торговлей или розница, часто возникают подозрения о том, что кто-то где-то что-то списывает, ворует, недопродает официально, ну и так далее. Делается это, как правило, манипуляциями в документах, уже созданных документов задним числом. Как поймать такого человека или как убедиться, что наши подозрения беспочвенны? Поднимаем копию, сверяем и видим, менялись документы или не менялись. В данном случае наличие копии базы будет очень хорошим аргументом в споре. И если этот спор именно поиск истины, то без копии вам, как правило, не обойтись. Надеюсь, в необходимости резервного копирования мы уже с вами не сомневаемся. Но мало знать, что копии делаются и что они есть. Важно знать, где они лежат и как получить к ним доступ. Как там по Булгакову-то у нас было? Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Без крайностей. Человек может быть в отпуске, может уволиться, да попусту может уйти в запой как творческая личность, и вы можете обратиться к другому специалисту, но если у него не будет доступа к копиям, чем он вам поможет? Но мало просто знать, как делать копии, и мало их просто делать. Их нужно правильно хранить. В последние годы активизировались вирусы-шифровальщики, и если копии у вас хранятся на том же компьютере или в той же локально-вычислительной сети внутри офиса, то велика вероятность при вирусной атаке вирус зашифрует все, включая резервные копии. Кстати, хранить данные и резервные копии на одном диске – это уже верх беспечности. Но это, я надеюсь, вам известно и без меня. Так вот, о вирусах-шифровальщиках. Вирус-шифровальщик шифрует все, что доступно ему по локальной сети, как правило. FTP протоколы не в счет, об этом как-нибудь тоже в отдельном видео поговорим. Так вот, я говорил о хранении резервных копий на дисках. И я не зря говорил о дисках, а не о диске. Стопроцентной защитой от вируса-шифровальщика является снятие копий на два разных съемных диска. Сегодня снимаем на один, завтра на другой. Послезавтра на первый, ну и так далее. Меняем диски. И самое главное, после резервного копирования диски отключаем. В таком случае, если вы попали под действие вируса, он вас зашифрует. Зашифрует компьютеры, зашифрует диски. Да, печаль. Но даже если вы один диск с резервными копиями забыли от компьютера отключить, и он оказался зашифрован, то на втором диске все данные останутся. Максимум день-два потеряете, это несоизмеримо с потерей всех данных компании. Что говорить, в моей практике были уже случаи атаки этих вирусов-шифровальщиков. И об этом я тоже могу как-нибудь более подробно рассказать. Самое главное, что вот кто уже столкнулся с этим, те не ленятся и правильно хранят копии. А остальные еще пока с вирусами не столкнулись. Ну, дай бог, не столкнуться. И еще в защиту исторических копий, вот этих простых копий с расширением DT, которые мы учились делать совсем недавно. Дело в том, что эти копии можно развернуть вне инфраструктуры офиса, то есть снять на одном компьютере, а развернуть на другом. И неважно, снимали на Linux машине, разворачиваем на Windows машине, снимали на серверной базе, разворачиваем на файловой базе. Да, там есть кое-какие ограничения, но файл развернуть можно без поднятия инфраструктуры. А если у вас вирус зашифровал все, пока у вас системные администраторы будут все останавливать, без таких копий вы будете стоять и ждать системного администратора. А с исторической копией можете стартануть, ну, например, на ноутбуке или на отдельном компьютере, чтобы закрыть, ну, очень горячие задачи. Это тоже полезно. Теперь информация не для тех, кто хочет разобраться в данной проблеме, а для тех, у кого уже все плохо, уже все зашифровано или базы развалились,
и человек основательно сел в лужу. Возможно, еще не все так плохо и не все потеряно. Если вы стали жертвой вируса-шифровальщика, то не стоит отсылать деньги. Как правило, вам присылают вместе с этим вирусом специальный файлик или прямо на экране разворачивается надпись «Переведите столько-то денег на биткоин кошелек и по электронной почте запросите пароль для дешифрации». Но вот ответьте себе, ну и мне заодно. Если вы уже перевели деньги злоумышленнику, какие у него предпосылы отправить вам ключ для дешифрации? Ну, вообще зачем? Во-первых, деньги он уже получил. А во-вторых, если он вам отправит ключ для дешифрации, значит он подтвердит, что он нарушил вашу систему. Это будет доказательство против него. Ну, не идиот же он. Если вы хотите поверить в благие помыслы этого человека, ну подумайте, а хороший человек с благими помыслами стал бы шифровать ваши данные? Надеюсь, желание перевести деньги исчезло. Но не все так плохо, не все потеряно. На сайтах производителей антивирусов, как правило, есть утилиты, которые вполне возможно помогут вам расшифровать ваши данные. Это будет тоже долго, это будет, возможно, неэффективно, но шансы есть, в отличие от перевода денег. Так что лезьте на сайт Касперского, доктора Веба, Нода, ищите, и я думаю, что все получится. По крайней мере, попробуйте. Если ваши данные пострадали не от вируса, а от компьютерного сбоя, то тоже есть один важный совет. Не зовите мальчика, который шарит в компьютерах и на раз вам все починит. Лучше сразу обратиться к профессионалу и не экономить. Дело в том, что кондовая работа по восстановлению вот от таких мальчиков, как правило, приводит к полной потере данных. Печаль, да, но специалист за такую работу после мальчика уже не возьмется. Краски я сгустил намеренно для того, чтобы вы не совершали ошибок. На самом деле можно исправить ситуацию, часто можно исправить ситуацию самостоятельно. Об этом мы обязательно поговорим в одном из следующих видео. Все в одно видео поместить невозможно, согласитесь. Так, вы, оказывается, все еще меня слушаете. А значит, тема-то вам интересна. И вот что я хочу сказать. Если вы на канал сейчас не подпишетесь, то эти видео потеряются на YouTube. И второй раз, когда вам действительно понадобится важная и полезная информация, вы ее, скорее всего, на YouTube не найдете. А будете слушать тех, кто сам-то не знает, а других учит. Так что подписывайтесь на канал и будьте во всеоружии. Напоследок одна маленькая жизненная хитрость. Она будет полезна тем, у кого есть собственный системный администратор. Вы со своим системным администратором так в разговоре невзначай спросите, а сколько по времени делается каждая копия каждой вашей базы? И сколько на диске они занимают? И если ваш админ начнет задавать уточняющие вопросы и говорить, что это столько-то там мегабайт или сотен мегабайт занимает, а делается вот одна 5 минут, а другая 7 минут, у вас хороший админ, и он держит руку на пульсе. А вот если вы услышите, ну, такие тезисы: большие базы, маленькие базы, большие копии, маленькие копии, долго делаются, быстро делаются, это еще один звоночек, и, возможно, он уже не первый. По поводу профессионализма вашего системного администратора. Помните, ваш бизнес может перестать работать, если вы перестанете следить за его винтиками и шпунтиками. Держите руку на пульсе.